Всем привет, ребята! Вот мы и наконец дождались новый альбом Bring Me The Horizon. Они на протяжении всего года выпускали для нас синглы и очень сильно интриговали. Давайте наконец узнаем, что же там такое скрывается в этом альбоме и о чем он. Если вы не понимаете, что это, то это Хэллоуин. Мне захотелось. Итак, первым нас встречает самый мощный и агрессивный трек, как по мне, на альбоме. Уже с первых секунд слышно работу Мика Гордона, который, кстати говоря, кропотливо работал вместе с Брингами над всем альбомом, что меня безусловно радует. Я думаю, что все олдскульные фанаты просто верещат и в восторге. Но в этой песне все максимально сочно. Ударка, разносящие соло на первой минуте, злые рифы, сумасшедший экстрим Оли. А что интересно говорит нам текст этой по-настоящему взрывной песни? Вообще все треки связаны между собой по тематике, и сами музыканты говорили, что на этот альбом их вдохновили игры. Но вывод по поводу тематики всего альбома я сделаю в конце. Сейчас нас интересует конкретно эта песня. Я слышала, что она отсылает нас к игре Resident Evil, и если внимательно посмотреть на текст, то это действительно так. Дорогой дневник, я чувствую зуд, как будто у меня под кожей есть насекомые. Собака взбесилась. Заткнись, заткнись. Сюжет ранних игр серии повествует о вспышке зомби-вируса в американском городе Ракун-Сити. Знаете, все эти игры про зомби-апокалипсис уже не кажутся такими уж далекими от реальности. Все каналы одинаковые, это сводит меня с ума. Я схожу с ума, изолирован. Эти строчки сейчас как никогда актуальны. В целом очень интересная параллель, вроде бы кажется, что текст песни вдохновлен игрой, но буквально каждая строчка сразу напоминает мир, в котором мы живем или пытаемся жить сейчас. И эта агрессия в песне и отчаянный смех Оливера в брейкдауне просто разносит к чертям и как будто изображает всю злость и отчаяние людей. Один из любимых треков в альбоме. Я уже говорила подробно и разбирала этот трек в реакции, но сейчас скажу коротко. Тоже параллель игры Parasite Eve и нашими днями. У меня лихорадка, не дыши на меня. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, наступил конец. Мы не можем вас спасти, наслаждайтесь поездкой. Дальше у нас идут Teardrops и Away. Я делала на эти треки реакции, я говорила о них подробно, свое мнение, о чем же они. Давайте лучше остановимся подробнее на тех треках, которые для нас совершенно новые. Интро, которое плавно подводит нас к следующему треку и немного подготавливает к тому, что мы услышим дальше. А дальше мы услышим коллаборацию вместе с Baby Metal. Мне так яростно советовали послушать эту песню, и я думала, что там будет действительно что-то стоящее, однако я вообще не люблю Baby Metal. Группа на любителя, как по мне. Поэтому мне понравилось все, кроме частей с девочками. Безумно насыщенный трек, огромное количество сэмплов и эффектов. Сразу представляется мир роботов и киборгов. Гроул Олли тут вообще мощнейший. Nova Twins я знаю давно через Fever 333, однако никогда толком не интересовалась их творчеством, но мне кажется, девочки хорошо вписались в песню. После перенасыщенного достаточно предыдущего трека нам дают немного передохнуть. Он рассказывает нам о том, какие чувства испытывает пара после ссоры или расставания, когда каждый зол и хочет, чтобы все прекратилось, но в то же время не может отпустить и забыть. Я не знаю, что для меня больнее всего — удерживать или отпустить. Возрождающиеся воспоминания убивают меня одно за другим. Преследующие мысли, которые пожирают все изнутри и высасывают всю энергию из тебя. Избавь меня от страданий. Мой разум чувствует себя заклятым врагом, и я снова смотрю в пустоту. Никто не знает, в каком я беспорядке. Хорошая песня однозначно, но она меня цепляет в совокупности с лирикой. Инструментал меня как-то не особо впечатлил, так же, как и вокальные партии, если честно.
В лирическом плане песня носит политический характер, как сказал Оли. Не хочу показаться лицемером, наша музыка всегда была посвящена человеческим эмоциям и условиям человеческого существования. Я никогда не пытался говорить о том, как устроен мир. Я начал думать, как мне начать об этом говорить. Я не политический человек, я не хочу им быть. Я не хочу говорить о политике и не хочу петь о политике. Но если вы говорите об экологических проблемах, вы не можете говорить об одном без другого. Ludens — это оригинальный саундтрек игре Death Stranding Timefall. Первое четверостишие исходит из фразы героя игры Сэма Бриджеса. Покрытие мира кабелем не положило конец войне и страданиям. Не удивляйтесь, когда все развалится, если вы попытаетесь сделать это снова. Все связаны через телефон, интернет, но люди продолжают бороться друг с другом и разрушают планету. В песне говорится о проблемах окружающей среды, а Олли говорит, что однажды программа может потерпеть неудачу, и человечество вымрет. В этом суть песни. Нам нужны новые лидеры и новые герои, а также новые люди, чтобы попытаться пройти эту чертову игру. Офигенный трек, особенно хочется выделить брейкдаун и зависающий в голове припев. Я в восторге от того, как красиво слились вокал Эми и Оли. А вот и 9-й трек. Такое незамысловатое название. One day the only butterflies left will be in your chest as you march towards your death. Фит Эмили. Ну а если серьезно, вышла невероятная баллада, повествующая об угасании любви. Эми и Олли поют о том, как отвратительно становится на душе от осознания, что вы больше не можете быть вместе с когда-то любимым человеком. Но и жизнь без него вам кажется невозможной, и вас разрывает это чувство. Как я позволила тебе так глубоко вонзить клыки? Вы знаете, что не можете дышать самостоятельно. Это как будто прощальная песня двух влюбленных. Эмми поет о том, что в критический момент партнер продолжает лажать и не пытается ее услышать. На грани невозврата, почему ты продолжал лажать? Не хочу хоронить тебя, но кажется, ничто не проходит сквозь твой череп. Ненавижу говорить, я же тебе сказала, но посмотри, как видны синяки. А Олли, сожалея, отвечает: минуя точку спасения, почему я продолжал испытывать свою удачу? Дыра, которую я проделал в твоей душе, слишком велика, чтобы ее не заметить. И в конце они объединяются и поют последние строчки друг для друга, завершая все. Солнце садится на нашу любовь, и я боюсь выпустить наше одиночество в атмосферу. Я чувствую себя таким мертвым для тебя. Красивое завершение альбома. Из-за этой песни я хорошо так прослезилась. Очень чувственная и грустная песня. Вокал Эмили ни с кем не спутать. Эта женщина прекрасна и умеет тянуть за струнки вашей души. Ну что ж, давайте сделаем теперь какие-то выводы. О чем же этот альбом? Да в целом о жизни. Здесь затрагиваются проблемы экологии, политики, и также поется о том, в какую бездну катится человечество. Ну и да, конечно, любовь тоже не обошли стороной. Чувствуется, что альбом вдохновлен видеоиграми, и это влияние Мика Гордона однозначно, но этот альбом кажется настолько реальным и актуальным, что ты не думаешь, что здесь поется о каких-то игрушках. Не знаю, мне альбом очень понравился. Здесь есть как и хиты, так и какие-то проходные треки, которые дают немного передохнуть и поддерживают такое общее состояние, атмосферу альбома. Я прослушала его на одном дыхании, у меня не было ощущения, что все треки слились воедино, каждый по-своему отличается. А ведь часто такое бывает, когда ты слушаешь альбом, тебе кажется, что 10 песен — это один сплошной бесконечный трек. Бринги смогли идеально передать то, в каком состоянии сейчас находится мир и что чувствуют и испытывают люди, находясь во всем этом хаосе и пытаясь как-то выжить. Вроде бы как я слышала о том, что очень много было от них заявлений, что это будет очень тяжелый альбом по сравнению с предыдущим, и фанаты, конечно же, ждали чего-то невероятного, но мне кажется, они смогли угодить всем, как и новоиспеченным фанатам, так и олдскульным. Здесь вы сможете и потрясти башкой, разносить хату, также вы сможете поплакать в уголочке в позе эмбриона, или просто послушать какой-то хит, который зависнет потом у вас в голове. Короче, достаточно разнообразный и неплохой альбом. Скажу ли я, что это что-то невероятное, какое-то новое открытие? Да нет, конечно, но он крутой. Бринги постарались, и по сравнению с предыдущим альбомом я действительно довольна результатом. Конечно, я не являюсь их прям ярым фанатом и плохо разбираюсь в их творчестве, не могу проводить какие-то параллели со старыми работами, но думаю, что в целом свое мнение я выразила. Спасибо за просмотр, напишите внизу в комментариях, что вы думаете по поводу этого альбома, какой трек ваш любимый. Пока!